Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня мы приготовим пышную как пух и самую вкуснейшую шифоновую шарлотку с невероятной тонкой хрустящей корочкой сверху. Сочная, воздушная и очень ароматная. Это самый удачный и проверенный рецепт, отточенный до мелочей. И гарантирую, получится с первого раза. Рецепт с моей кулинарной тетрадки, который я оттачивала не один год для того, чтобы получить вкус той самой идеальной шарлотки. Я начинаю, а вы не забудьте сохранить рецептик настоящей шифоновой шарлотки. В первую очередь яблоки очищаем от кожуры и нарезаем тонкими пластинками. Шарлотку я буду готовить большую, на форму 24 см. 3-4 средних яблока будет вполне достаточно, и плюс еще одно оставляем на украшение. И чтобы яблоки не потемнели, и для легкой кислинки добавляем чайную ложку лимонного сока. В миску или чашу миксера вбиваем 6 яиц. Всыпаем 1,5 стакана сахара, это 250 граммов. Именно такое количество сахара придаст ту самую хрустящую сахарную корочку сверху. Добавляем щепотку соли для регуляции сладости и обязательно пакетик ванильного сахара. Он отлично приглушит запах яиц, если такой будет присутствовать. И дальше взбиваем миксером, начиная на низких оборотах, постепенно увеличивая, чтобы сахар за это время хорошо растворился. Самое важное взбить до консистенции пышной белой массы, и когда поднимаем венчик, рисунок от теста остается примерно 2 секунды. Это показатель того, что яйца достаточно хорошо взбиты. Если хотите добавить в тесто цедру лимона либо апельсина, на этом этапе можете уже добавлять. Дальше смешиваем сухие ингредиенты в муку 240 граммов, это примерно 1,5 стакана муки. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и соединяем с мукой. Дальше не менее важный этап – правильно вмешать муку в пышные взбитые яйца. Советую делать всегда это лопаткой. Добавляем муку в 3-4 приема и каждый раз перемешиваем лопаткой сверху вниз, как бы поднимая тесто, совершая лопаткой непрерывный круг. Таким образом мы не разрушаем воздушную пышную структуру яиц и аккуратно вмешиваем муку. После добавления всей муки должно получиться вот такое вот густое тесто, похожее по консистенции на оладьи, но намного воздушнее. Масса останется невесомой и не осядет, если правильно вмешали муку и с ней не переборщили. Дальше сделаем сладкую ароматную посыпку. Смешиваем 2 чайных ложки сахара и чайную ложку корицы. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, желательно дно еще застелить пергаментом. Борты формы я также советую смазывать маслом, на пышность это никак не повлияет, зато с формы достанете легче и внешний вид будет намного красивее. Дальше небольшую часть теста распределяем по дну формы, но можно на дно сразу высыпать все яблоки и вылить тесто. В любом варианте большая часть яблок пойдет на дно, а часть останется в середине шарлотки. Сорт яблок у меня Golden с легким ароматом и умеренно сладенькие. Распределяем яблоки равномерным слоем. Дальше присыпаем половиной сладкой посыпки с корицей. На этом этапе, если хотите разнообразить начинку, в яблоки добавьте горсть замороженных ягод, чайную ложку крахмала и корицу с сахаром. Все вместе перемешайте и потом добавляйте в тесто. И тогда ваша шарлотка заиграет совсем новыми нотками вкуса. Обязательно попробуйте. Выливаем на яблоки всю оставшуюся часть теста. И равномерно распределяем тесто сначала лопаткой, а потом можно формой немножечко постучать, чтобы ушли пустоты. Дальше нам понадобится 1 яблоко, которое мы оставляли на украшение. Его мы нарезаем с кожурой тонкими пластинками и выкладываем в виде лесенки либо розочки. И последний шаг, для еще большей хрустящей, красивой, ароматной сахарной корочки присыпаем половиной оставшейся посыпки сахара с корицей. Если вы не будете сверху присыпать сахаром, тогда все равно на ней будет такая тонкая хрустящая корочка из-за того количества сахара, которого мы добавили в шарлотку. Но не переживайте, шарлотка слишком сладкая не будет, по сладости она будет в меру, прям умеренно сладкой, вот идеальное количество сахара. Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 40-45, возможно даже 50 минут.
Все зависит от вашей духовки, главное ориентируйтесь по абсолютно сухой шпажке. Ну что, шарлотка готова. Она у меня уже почти остыла, слегка теплая. Желательно, чтобы она полностью остыла, можете ее извлекать из формы. Мне часто советовали борты не смазывать маслом, якобы тесто плохо поднимается, скользит по жирным бортам. Вот я провела эксперимент, все отлично, прекрасно поднимается и с маслом, и без масла, но когда без масла, вот действительно очень тяжело достать с формы и неэстетические такие некрасивые борты. Первое, что хочу отметить, это просто невероятно красивая, ароматная, хрустящая корочка сверху. Просто посмотрите на эту невероятную, воздушную, красивенную текстуру шарлотки. Мне очень нравится, когда и яблок, и тесто в равных пропорциях. Ну что, давайте попробуем ее вместе. Еще самое важное, после того, как шарлотка остынет, не оставляйте ее ненакрытую. Желательно ее накрыть какой-то крышкой. У меня, например, есть крышка для микроволновки, я ее накрываю, так она остается сочной и свежей и на следующий день. А если ее просто оставите вот так на столе, не накрыв, она очень быстро потеряет всю сочность, даже несмотря на большое количество яблок. Ну что, давайте попробуем. Посмотрите, какая просто невероятной красоты шарлотка получилась. Пышная, ароматная, ну очень-очень красивая. Давайте вместе будем пробовать. Так, отрезаем кусочек. Аромат просто на всю квартиру, но невероятный аромат. Очень-очень пахнет. Давайте пробовать. Шарика мороженого только не хватает. Просто невероятно мягкий. Очень-очень вкусный. Мне очень нравится, что этот рецепт с корочкой, с этой сверху такой сахарной корочкой. В бисквитном тесте присутствует такое хорошее количество сахара, чтобы был пирог сладенький. Плюс мы сверху еще добавили сахара и корицы, и это придало еще более такую карамельно, такую сахарную корочку. Очень приятно в сочетании с вот этим вот бисквитным тестом от шарлотки, яблочками такими сочными. И эта корочка, ну, просто завершает вот этот весь вкус. Этот рецепт проверен годами. Когда-то я его попробовала, и мне казалось, что это купили такой пирог. Настолько он вкусный, настолько здесь все правильно сочетается. А самое главное, это то, что он получается, ну, я не знаю, с первого раза. Попробуйте, здесь все просчитано до мелочей, готовили его, ну, я не знаю, уже десятками лет, переготовили, поэтому насколько он вкусный, передать вам словами просто невозможно. Сочный, не сухой, а, знаете, такой сочненький, в меру, невероятно воздушный. Вы должны это попробовать. Знаете, я пробовала шифоновый бисквит, и вот это, наверное, шифоновая шарлотка. Так что, друзья, я искренне вам советую приготовить. Обязательно попробуйте этот беспроигрышный вариант рецепта. Как всегда, жду ваши фотоотзывы в мой телеграм-канал, ваши комментарии под видео. Какой ваш любимый рецепт шарлотки? Пишите, я буду очень рада почитать и вам ответить. Всем спасибо, кто досмотрел меня до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч. Пока! Шарлотку. С мороженком, да? Скажи вообще. Угу. Мороженка дает такой вкус. Какой? Такой холодное с теплым. Вообще-то шарлотка уже холодная давным-давно. Ну, все равно немного теплое отдает. Мягкое. Как... Помнишь, мы когда-то готовила брюш вот этот? Брioche, да. Угу. Тесто такое же самое. 5 из 5.
Давайте поцелуем за такую вкусную шарлотку. Ну давай. Ой.